Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Смогли ли бы вы жить как шакал? Смогли ли бы вы стать королем всех шакалов? Достаточно ли силен ваш дух? Сегодня у нас в гостях не очень популярная животинка, обыкновенный шакал или азиатский шакал или чакалка, дословно собака золотистая, млекопитающая из семейства псовых. Попросту говоря, шакалы – это маленькие волки. У них такая же социальная структура и такое же территориальное поведение. Дальние предки современных волков были мельче и как раз являлись доисторическими шакалами. Шакалы распространены по всей территории Африки, Ближнему Востоку и прочим засушливым регионам Азии. Успешному распространению шакала способствует высокая миграционная активность зверя. К началу 21 века ареал шакалов в Европе продвинулся далеко на север. Шакал – небольшое животное, размером меньше средней дворняги. По общему облику он очень похож на сильно уменьшенного волка. Длина тела обыкновенного шакала без хвоста достигает 80 сантиметров, а высота в плечах не превышает 50, но чаще 42-45. Весит он 7-10 килограмм, редко больше. Шакал стройнее и легче волка. Ноги его относительно выше, а морда острее, хотя более тупая, чем у лисицы. Хвост мохнатый и кажется очень толстым. Он, кстати, всегда опущен вниз, как и у волка. Из представителей семейства псовых наиболее близки к шакалу домашняя собака и койот, у которых аналогичное число хромосом. Кстати, собака Сулимова – это смесь собаки и шакала. Этих пёселей используют для поиска взрывчатых веществ. Шакалы всеядны. Этим ребятам абсолютно наплевать, что складировать у себя в пищеварительном тракте. Они едят насекомых, рептилий, птиц, травку, ну и так далее. Их многопрофильная специализация дает возможность как искусно ловить грызунов, так и стаи охотятся на крупную дичь. Мелкие на вид шакалы могут так уморить забегами, например, газель, что она сама отойдет в царство Аида, только бы отдохнуть. Любимое времяпрепровождение, да и спорт шакалов – это незаметное преследование более крупных хищников, чтобы без напряга урвать себе несколько кусочков чужой добычи. Помните советника Шерхана из Маугли? А мы уйдем на север и переждем. А мы уйдем на север, а мы уйдем на север, а мы уйдем на север. Когда слеза придется, не будет никого, и только лягушонка, и косточек его, и косточек его. Бедный Маугли. В искусстве не получать люлей от больших товарищей эти животинки достигли феерических результатов. Когда какая-нибудь крупная кошка или стая гиен вкушают только что заваленную тушку, шакалы кружат вокруг, активно донимая хищника, не дадут спокойно поесть. Когда хищник ненароком отвлечется, ближайший шакал вырывает кусок мяса и убегает. В суровые зимы, когда вода в водоемах замерзает, шакал охотится преимущественно на зимующих водоплавающих птиц, а найдя тушу павшего крупного животного, шакалы часто собираются группами и поедают падаль в компании со слетающимися грифами. Шакалы, живущие близ человека, питаются в значительной степени отбросами. В деревнях и городах Южной Азии они роются в помойках и мусорных кучах, шныряют в поисках съедобных кусочков среди хижин бедных районов. Шакал – это хитрый и нахальный зверь. По степени дерзости нападений на птичники и крестьянские амбары он, пожалуй, превосходит даже лисиц. Однако шакал недостаточно агрессивен, чтобы первым нападать на человека.
Охотятся шакалы чаще в одиночку или парами, и изредка небольшими группами. Они ловко подкрадываются к жертве и моментально схватывают ее. Промышляя вдвоем, они гонят добычу один на другого. Шакал – высокоразвитое животное. Он не только умен и хитер, но и весьма ловок и проворен. В высоком прыжке он может схватить птицу, уже поднявшуюся в воздух. От шакалов сильно страдают птицы, гнездящиеся на земле, например, фазаны. Шакал очень криклив и голосист. Перед выходом на охоту зверь издает громкий вой, похожий на высокий, скулящий вопль, который тотчас же подхватывают все остальные члены стаи, находящиеся поблизости. Они начинают зазывать и по другим поводам. Кроме того, шакалы все время кричат на бегу. В общем, даже не знаю, с чем сравнить. С полицейскими мигалками. Что касается естественных врагов шакала, то для этого небольшого и слабого зверя опасность могут представлять любые средние и крупные хищники. Встреча с волком, где его ареал пересекается с шакалием, не сулит ему ничего хорошего. Он нередко попадает волку на обед. У деревень шакалов, случается, давят даже собаки. Шакалы живут моногамными парами и презирают западный мир, который навязывает свободные отношения и нетрадиционные ориентации. Гон похож на описанный для волка. Шакалы громко воют. Влюбленная пара шакалов, кстати, совсем не любит копать себе норы, потому что квартирку намного проще отжать, произведя рейдерский захват имущества у дикобраза, трубкозуба или панголина. В крайнем случае, если экспроприация не удалась, самец принимает деятельное участие в устройстве норы. Беременность самочки длится примерно 60 дней. Щенки рождаются с конца марта до конца мая. Их бывает 4-6 и изредка 8. В отжатой жилплощади шакалиха выхаживает шакалят, которые уже в годовалом возрасте заканчивают высшее образование по отжиманию еды у тигров и гиен и съезжают от родителей. В некоторых случаях спиногрызы остаются с семьей еще пару лет и помогают с охотой и выкармливанием нового поколения. Продолжительность жизни шакала до 14 лет. Шакалу отведено важное место в фольклоре народов Азии и Африки. Он популярный персонаж индийских сказок, в которых выступает обычно как трусоватый, но ловкий пройдоха, обжуливающий всех встречных. Во многих местах Северной и Западной Африки шакала также уважают за хитрость и сообразительность. В Древнем Египте шакал был одним из особо почитаемых животных. Бог Анубис изображался с головой шакала. У многих народов образ шакала скорее негативный, хотя и не столь омерзительный, как образ гиены. Например, на мусульманском Востоке шакал ассоциируется с мелочным заискиванием, лизоблюдством и подхалимством. Причиной этому очевидна причина шакала подбирать остатки трапезы крупных хищников, следуя за ними буквально по пятам. Он олицетворяет также трусость и подлость. Поэтому в странах слова «шакал», «сын шакала», «дочь шакала» – это грубые ругательства. А как вы думаете, заслуживает ли этот вполне себе приятный и умный зверь столь негативной репутации? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами.
До скорых встреч! Шакалы терроризируют жителей предгорных районов Кыргызстана. Сотни фермерских хозяйств на севере страны терпят убытки от набегов голодных хищников. Боятся дикие звери только тайганов. Жители боятся выходить вечером на улицу. Голодные шакалы разграбили курятники, загрызли домашнюю птицу и десяток овец. Защитить от хищников помогут прирожденные охотники и надежные сторожа – чистокровные тайганы, аю и булгун. В переводе «медведь и росомаха». Пойманный шакал – заслуга тайгана по кличке Табанак. В переводе «следопыт». Собака не подпускает к трофею своих сородичей. Хочет показать лидерство в охоте. Уникальную породу собак в республике начали возрождать 10 лет назад. Тогда оставалось лишь пару сотен чистокровных тайганов. Сегодня примерно 400-500. Кыргызская борзая считается национальным достоянием страны.